Я покажу парочку способов поднимать локально большие языковые модели, как сэкономить ресурсы и какие форматы бывают в принципе и в каком случае, чем лучше воспользоваться. Первый инструмент VLLM. Де-факто это основной инструмент для хостинга локального больших языковых моделей. Есть еще SGLang, к которому тоже стоит присмотреться, но в целом какого-то явного лидерства среди них нет. Кто-то перешел на SGLang, он вышел чуть позже, ну или, по крайней мере, популярность набрал чуть позже. Говорит, что SGLang работает быстрее, но есть некоторые замечания о нестабильности. VLLM — это достаточно надежный инструмент, который, скорее всего, при достаточном количестве ресурсов закроет вопросы, ну, сопоставимы с этими ресурсами. В общем, все достаточно просто относительно. Мы поднимаем OpenAI совместимый сервер с помощью контейнера. Образ написан авторами движка VLLM, то есть мы должны им просто воспользоваться. Для примера, образ, которым я сегодня буду пользоваться, называется вот так. Это конкретно версия 0.8.5. Это связано с тем, что эта версия совместима с той CUDA, которая у меня установлена. Касаемо версии CUDA. Многие ошибочно думают, что версия CUDA указана вот здесь, но на самом деле это версия совместимости вот этого NVIDIA драйвера. То есть этот NVIDIA драйвер может работать с CUDA версии до 12.4. А версия CUDA непосредственно можно узнать с помощью команды nvcc-v. И вот здесь очень наглядный пример. У меня версия CUDA на самом деле 12.8. Однако драйвер работает только до версии 12.4, как мы это видели в NVIDIA SMI. Это значит, что все будет запускаться на версии 12.4. У CUDA очень неплохая обратная совместимость, то есть можно считать, что у меня установлен CUDA 12.4. Но если я попытаюсь запустить какой-то образ с CUDA 12.8, который будет требовать CUDA 12.8, он, видя, что CUDA установлен 12.8, может не запуститься, сказав, что есть какая-то несовместимость. Поэтому конкретно вот в образе 0.8.5 используется CUDA 12.4. Если мы попробуем запустить latest, в принципе, такой эксперимент можно провести, мы, скорее всего, упадем с ошибкой CUDA. Ну, значит, что у нас снизу, справа? Это мониторинг GPU-шки. Мы сидим на игровом ноутбуке, на нем GeForce RTX 3060 с 6 гигабайтами памяти. Здесь справа это интегрированная видюшка этого ноутбука, которая не может быть использована для какого-то хостинга именно на GPU LLM. И слева это нагрузка на непосредственно GeForce RTX. Иногда он тоже грузится, например, сейчас работает OBS, но в настройках я сделал так, чтобы видюшка не загружалась во время записи видео. Но в целом можно эту видюшку загрузить и чем бы то ни было еще. На сервере, скорее всего, такой ситуации не будет, то есть на сервере нет графического интерфейса. Здесь можно наблюдать, что, например, видюшка RTX занята на 0,2 гигабайта сейчас вот этим процессом. Видно, что девайс 0 занят на какие-то там сколько-то процентов. Здесь не очень корректно указано. На графике так вообще не видно ничего. Но на самом деле вот здесь 0,2 гигабайта сказано, что занято каким-то процессом. Скорее всего, это какие-то оставшиеся после экспериментов с OBS. Возможно, это
что-то, что касается визуализации именно графического интерфейса Ubuntu. Потому что при параллельной настройке, если драйвера установлены, то может быть использована дискретная видеокарта для того, чтобы какие-то процессы поддерживать. Но здесь, в общем, нужно разбираться. Потому что я видел скачок нагрузки именно когда экспериментировал с установкой аппаратного ускорения в OBS. Если попробовать запустить какой-нибудь видеопроигрыватель, то он, скорее всего, идет тоже на видеокарту. И все. Я предлагаю сейчас просто запустить сервер. Мы будем запускать его с помощью bash скрипта, в котором будет просто docker run команда. Этот набор команд, он стандартный. Модель мы скачали с Hugging Face. То есть, грубо говоря, это не какой-то секрет. Можно просто набирать там QN2 и Hugging Face и выйти на репозиторий. И официальные, и неофициальные, что угодно. И, может быть, тюны какие-то пользовательские. Поэтому здесь никаких проблем. Есть нюанс в том, что VLLM должна поддерживать именно эту архитектуру. Как правило, все основные модели довольно быстро начинают поддерживаться в VLLM и основных вообще движках сервинга моделей. Но, тем не менее, за этим стоит следить. Сразу я могу показать вкладочку. Вот здесь, например, список моделей, которые поддерживаются. На самом деле, архитектур. То есть, в частности, если мы здесь наберем какую-нибудь гемму. Хорошо, гемма 3 здесь уже есть. В общем, когда-то ее здесь не было. То есть, нужно смотреть. Квены, вот они. Квены, квины, гвены. Называют по-разному. Я здесь не претендую на какую-то правильность. Я называю его квеном. Как будто в бытовом общении самое часто используемое название. Значит, квен у нас поддерживается. Здесь не факт, что перечислены все модели. То есть, может быть, какие-то могут быть забыты. Но предполагается, что если архитектура такая же, то, скорее всего, это будет поддерживаться движком. Что нам здесь еще может быть интересно? Еще какие-то отдельные фичи где-то есть, где-то нет. То есть, в частности, мы можем делать лор-адаптеры, тренировать для модели, где-то можем, где-то нет, и это будет поддерживаться или нет. И я так понимаю, что это распределенный инференс на случай большого количества GPU, тоже где-то поддерживается, где-то нет. То есть на это стоит обращать внимание. Как правило, у VLLM, в частности, неплохая документация. Опять же, я здесь на самом деле заметил на записи этого урока, что ли, что в последней версии документации все очень сильно поменялось. Поэтому я здесь нахожусь почти всегда на версии 0.8.5. Как, в общем-то, версия докер-образа. Поэтому нужно иметь в виду, что, скорее всего, если зайти на какой-нибудь stable latest, то документация может быть немножко другой. Я так понимаю, что они там меняют некоторый формат. То есть, например, там Engine Arguments, который мы сейчас посмотрим чуть позже, вот в таком виде уже не перечислены в новом виде документации. В общем, на что здесь стоит обратить внимание? Здесь обязательно мы прописываем runtime NVIDIA, указываем GPU device 0. На самом деле это не так важно, это я просто экспериментировал. Если мы здесь укажем all, то он все равно заберет именно ту, которая с CUDA, все остальное проигнорируется, потому что несовместимо. Дальше мы указываем volume. Здесь лежат модели, можно посмотреть. У меня здесь несколько примеров моделей. В частности, вот то, что нас сегодня будет интересовать с точки зрения VLLM. И вот еще один формат, о котором мы поговорим немножко позже. То есть два квена, один инстракт, другой инстракт AVQ. AVQ мы тоже обсудим немножко позже. То есть мы здесь ссылаемся на инстракт-версию. Квен второй 500 миллиарда параметров. Это то, что влезет на нашу 6-гигабайтную видюшку, чтобы мы посмотрели на то, как это все выглядит. Дальше мы указываем образ, мы указываем, какой порт мы пробрасываем,
У VLLM стандартный порт 8000, на 8000 мы его и вводим. И очень важный пункт — это GPU Memory Utilization. Мы указываем, сколько от видеокарты мы хотим занять этим сервером с LLM-кой. Здесь нужно обратить внимание, что это абсолютное значение. То есть если у нас половина GPU-шки занята, то, указав здесь 0.9, мы априори отвалимся с out of memory, потому что он будет пытаться занять 90% от той видюшки, от которой нам осталось 40. То есть он не будет пытаться занять 90% от оставшихся процентов. Он будет использовать всю память, то есть он просто забирает память GPU, сколько в нашем случае 6 гигабайт, и с некоторой погрешностью, не очень большой, пытается использовать эту память. VLLM по умолчанию, тоже нужно на это обратить внимание, пытается использовать либо всю память, которая вообще у нее есть, или всю память, которую мы здесь ему разрешили использовать, потому что ему есть куда эту память использовать, в отличие от другого движка, который мы посмотрим чуть позже. Здесь будут построены CUDA-графы на этой памяти, будет использовано под Keys Values Cache для ускорения инференса и так далее. То есть VLLM в этом плане достаточно жадный, но при этом он оправдывает своей работой. Запускается это вот таким образом, и мы сейчас посмотрим на логи и на загрузку видеокарты, как у нас VLLM будет разворачиваться. Во время деплоя довольно много логов, достаточно полезных, можно пронаблюдать. Иногда можно найти какие-то ошибки в настройках. Например, там указанные неправильные какие-то флажки, он здесь об этом сигнализирует. В целом, довольно полезно здесь наблюдать за тем, что нам пишет VLLM по части деплоя. Можно обратить внимание, что дискретная видеокарта начала загружаться. Здесь сразу два цвета и два параметра, которые нас интересуют. Желтый цвет — это память видеокарты, которая занимается статически. То есть на нее выгружаются веса модели, на нее выгружается там все, что, если в зависимости от движка, это может быть какой-то кэш, это могут быть какие-то графы и прочее. То есть можно заметить, что память была съедена практически полностью. А бирюзовый цвет — это работа именно график процессор юнита, самого GPU, то есть это вычисление фактически над вот этой памятью. Все, сервер запущен, у нас есть несколько эндпоинтов, нас на самом деле интересует один — это completion. Дальше мы смотрим на то, как мы можем к этому обращаться. Обращаться мы к этому можем довольно стандартным образом с помощью OpenAI библиотеки. То есть это OpenAI совместимый сервер, и это хороший тон, когда движок может поднять сервер, который совместим с OpenAI. В чем разница? Мы должны подбросить ему другой URL. В нашем случае это localhost и 8000 порт. И обязательно не забывать здесь V1. Это связано с особенностями сети. ABKey мы его не указывали при деплое, поэтому можно указывать его любым. Его нельзя не указать, он должен обязательно быть проброшенным, но мы его можем каким угодно назначить. Во-первых, тогда мы обязательно должны его пробросить правильным, либо, если мы его не назначаем, мы должны пробросить его каким угодно. Все, клиент объявляется с помощью этих двух параметров, больше нам не нужно ничего. Название модели. У VLLM я, честно говоря, не знаю, есть ли алиас на название модели конкретное. То есть, по-моему, был какой-то по этому поводу то ли issue, то ли pull request, но здесь мы просто в явном виде прописываем как путь к модели. В ином случае не сработает, мы сейчас можем это посмотреть. Ну и дальше стандартный формат для обращения к OpenAI. То есть это список сообщений вида словариков, где указана роль и контент. То есть системная роль — это определяет,
какой роли должна следовать модель. Не все модели поддерживают системные роли, тоже особенность, нюансы, нужно просто разбираться в этом по ходу дела. То есть, например, вторая гемма не обладала системной ролью, и она просто эту строчку игнорировала. И то, что пишет юзер, то есть, грубо говоря, это вопрос. Здесь можно формулировать целые переписки, и это то, как обеспечивается история для языковой модели. То есть мы можем получать ответ от системы, от ассистента, то есть здесь будет роль ассистент, ответ системы, подавать его в этот же список, и это для модели будет история переписки. Это то, как она понимает контекст. Итак, мы задали вопрос, мы получили ответ. Снизу можно видеть, что графический процесс отработал там какую-то секунду, память занята статично, и мы видим вот здесь ответ сервера 200 ок. И можем, в принципе, и достать и сам запрос, который был отправлен в модель. Но вот в частности здесь немножечко другой формат. Можно видеть, что понятно, что темплейт запроса в модель, он немножечко другой, нежели вот то, как это устроено в питоне, потому что здесь модель не очень-то понимает питон, для нее это просто строка. И вот у каждой модели есть тоже свой формат, этот формат лежит в файлах рядом с моделью, там же, где лежит токенизатор и прочее, то есть можно посмотреть, например, на наш Квен, как это выглядит. Предполагается, что это известно, но это что-то вроде репозитория, в котором лежат все файлы, касающиеся модели. То есть, ну, например, сама модель вот лежит в формате SafeTensors, дальше есть readme файл, дальше есть то, что касается токенизатора, есть словарик, есть какой-то конфиг, и здесь вся информация, которая нужна модели для того, чтобы обеспечивать работу. То есть, в частности, и понимание, как разбирать вот этот список, тоже здесь заложено. В некоторых случаях, достаточно редких, как правило, формат везде один и тот же, это может не сработать, то есть нужно указывать какие-то дополнительные флажки при запуске именно сервера, чтобы вот такой ввод сработал. Проверяем ответ. Ответ примерно следующий. Ну, то есть видно, что на самом деле моделька, она не очень большая, полмиллиарда параметров. Это по современным меркам модель не очень большая. Но, тем не менее, достаточно быстро она сработает. Можно еще раз попробовать запустить ее. То есть видно, что она отработала меньше, чем за секунду. Да, она прям совсем быстро отработала. То есть можно еще разок это сделать. И можно видеть, что... Ой-ой. Нам не здесь нужны таймстемпы, конечно же. Я подумал, что как-то это слишком быстро. Вот здесь нам нужны таймстемпы. Еще разок. Ну, теперь все честно. Теперь мы видим, что она работает что-то вроде 3 секунд. Можно попробовать еще раз, посмотреть, там, возможно, какое-то кэширование отработало. Вот, в частности, здесь на самом деле там уже где-то 4 секунды. 5 секунд. Возможно, связано с нагрузкой. То есть сейчас это может быть даже слышно в микрофон, что работают кулеры, ГПУшка греется, и может быть из-за этого проседает перформанс. Хотя вот здесь, например, опять 3,5 секунды. Ну так вот. Если почитать ответ, видно, что он на самом деле довольно неплохой. На вопрос, по крайней мере, модель отвечает. И это здорово. Это маленькая модель, и в целом ее можно использовать. Она будет более-менее решать там задачи, какие-то задачи классификации и прочее. Можно поиграться с температурой, то есть в частности, если мы поставим 0, давайте посмотрим, что произойдет.
Ну, в данном случае модель продолжила вести себя достаточно адекватно. Дальше. Мы можем посмотреть на логи и найти там очень интересную строчку, которая нам говорит о том, какой concurrency нам может позволить сервер, исходя из наших мощностей. Ну, то есть, в частности, вот эта строчка, которая говорит нам, что максимум concurrency для вот этого набора токенов, для длины контекста этой модели 32 768 токенов, это стандартное контекстное окно для моделей Qwen. Есть возможности расширять эти контекстные окна, но это тоже отдельная история. Как правило, у модели ограниченный набор контекстного окна, ограниченная длина контекстного окна или размер контекстного окна, который является некоторым правилом, как с этой моделью работать. Причем проводятся исследования на так называемую эффективную контекстную длину, то есть не всегда заявленное контекстное окно работает правильно. То есть иногда на второй половине контекстного окна модель просто перестает терять это, перестает учитывать контекст, начинает терять смысл. Поэтому если заявлено 32 тысячи, работает 16, нужно просто это иметь в виду. Модели типа Qwen на самом деле довольно неплохо работают вот с 32 тысячами токенов. Так вот, мы видим, что мы почти 10 сообщений можем одновременно обрабатывать. Я предлагаю попробовать это сделать с 3. В частности, вот таким вот образом можно послать. Мы можем послать одновременно 3 запроса в асинхронном режиме. И посмотрим, как это будет выглядеть в логах. То есть, как это делается непосредственно, мы с помощью gather посылаем так называемые таски. А таски — это список из вызванных, в данном случае уже корутин, но это касается питона, это не тема сегодняшнего нашего разговора. Мы просто одновременно посылаем эти 3 вопроса и забираем все 3 ответа от сервера. Здесь мы просто объявили функцию main, и сейчас мы ее в await режиме отправляем в наш сервер с LLM-кой. Значит, опять же, это работает на самом деле 3 секунды. Обратите внимание, как здесь это работало 3 секунды, и здесь это работало 3 секунды. Да, здесь немножечко все изменено. Можно, кстати говоря, попробовать обыграть именно это общение и увидеть, что ответ не занял 9 секунд или 12 секунд. Не работа этого запроса, умноженная на 3, потому что сервер может работать в асинхронном режиме. Итак, я предлагаю это сделать вот таким вот образом. Видно нагрузку. И видно, что мы справились за 5 секунд. Можно попробовать еще раз. Видим 3 ока практически подряд. Здесь это работает за 5 секунд. То есть не 9, не 12. Чуть-чуть больше получается, чем
чем первый запрос, но на самом деле здесь и вопрос был короче, поэтому может быть даже и совсем одинаково. Значит, можно посмотреть на ответы. Ну и они тоже какие-то, они тоже в принципе понятные, то есть это действительно МЛОСО проведение может быть очень эффективным способом. Ну, в общем, есть какие-то галлюцинации, вот, но тем не менее, простите, это модельки просто потому, что она не очень большая. Значит, на что еще можно обратить внимание? Мы заняли всю ГПУшку, у нас был довольно стандартный набор аргументов при запуске, и мы должны научиться экономить ресурсы. У VLLM есть в документации отдельный раздел, посвященный оптимизации и тюнингу. То есть здесь по пунктам перечислено, с чем можно играться для того, чтобы добиться какое-то либо ускорения, либо экономии ресурсов. Ну, то есть, в частности, можно играться с размерами батчей, можно смотреть на GPU Memory Utilization, который мы обсудили, и VLLM там более-менее сам постарается разобраться, как бы все это уместить. Есть вещи, которые касаются именно multi-GPU сетапов, то есть это не наш случай, но мало ли. И тут, в принципе, все довольно подробно описано. Какой еще может быть способ экономии ресурсов? Это квантизация. То есть это вот те самые, например, AVQ, который у нас здесь, модель тот же Qwen или GGUF, в народе GGUF, формат, названный в честь его создателя Георгия Герганова, и который расшифровывается Георг Герганов, Unified Format, собственно. Но в контексте VLLM мы не будем говорить про GGUF, мы поговорим про AVQ. Значит, все очень просто. Это тоже модель в таком же формате, но квантизованная. То есть здесь вот примерно такой же набор файлов, не примерно такой же, а такой же абсолютно. Но если мы попробуем посмотреть на размеры папок, то мы увидим, что AVQ формат, он занимает меньше места, нежели формат стандартный, обычный Qwen. Здесь не очень видна сильно разница. Сейчас я проверю. Чтобы сравнение было честным. Потому что мне показалось, что разница стала еще менее заметной, но тем не менее мы просто убрали кое-что лишнее из директорий. Так вот, кстати говоря, про размеры, всегда можно более-менее оценить, что нам как минимум нужно вот столько на GPU, плюс еще какое-то количество, там можно смело умножать на 1,5, чтобы разместить какие-то промежуточные состояния, активации и прочее. Поэтому нужно это иметь в виду. Итак, здесь мы просто меняем ссылку на папку. По идее, мы можем указать флажок Quantization, и это будет AVQ или AVQ Marlin, но на самом деле VLLM сам по конфигу разберется, что это AVQ, и мы сейчас это увидим в логах. Итак, запускаем снова сервер и смотрим за логами. Только у нас не получится его запустить, да, потому что у нас вот здесь работает предыдущий. Мы, чтобы не смущаться, вот это закроем и запустим его здесь заново. Видно, что нагрузка с
GPU-шки ушла, то есть мы как только выключили сервер, погасили контейнер, сразу память освободилась. LLM-ка как бы с GPU-шки слезла. Смотрим. Вот. То есть, в принципе, VLLM понял, что это AVQ. Сейчас мы попробуем установить этот флажок. И посмотрим заодно, какой concurrency нам посчитает VLLM. Заняв, в общем-то, те же 0.9. Те же 0.9 от GPU. 10.88. Ну, то есть мы выросли еще на один, будем говорить, поток, который мы можем параллельно обрабатывать. Все, сервер работает. Можно сравнить, как отвечает модель. Смотрите, мы не изменили название модели, и он сказал, что модельки такой, в общем-то, и нет. Это происходит вот здесь. VLLM к этому очень строго относится, в отличие от следующего движка, о котором мы будем говорить, например. Ну вот, в частности, мы спросили, мы получили ответ. И здесь, в общем-то, тоже так невооруженным глазом не увидишь каких-то прям больших проблем. Да, это чуть-чуть квантизованная модель, она меньше места занимает, больше мы можем себе позволить с ней, но при этом ответы вполне неплохие. Не забывайте отдыхать и питаться. Вот. Где-то здесь, наверное, стоило бы сказать, что не стоит заниматься ночью перед понедельником ничем похожим на то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, как бы такая вот ситуация. Посмотрим в таком one-shot режиме, что модель ответит на тот же вопрос. Вот, это то, что я хотел поймать. То есть все-таки иногда какие-то галлюцинации проскакивают, вот в частности это иероглифы. В остальном все очень неплохо. Можно поиграться с температуркой. Смотрите, здесь модель просто отказалась нам помогать. Можно попробовать еще раз. А вот здесь уже не отказалась. Причем иероглифов, ну, вроде и незаметно. То есть тоже нужно иметь в виду, что, ну, помимо температуры есть еще параметры. Это тоже разговор о том, как, в принципе, работать с LLM-ками. Есть, ну, достаточно много параметров, кроме температуры. Температура — это такая мера хаоса с низкой температурой, ну, нулевой, как правило, либо там 0, 0,001. В некоторых движках тоже нельзя ее задавать нулевой. Это такая строгость, то есть и более-менее какая-то воспроизводимость результатов, большая температура дает вот какой-то разброс. То есть вот сейчас мы получили явно совершенно противоположные ответы на один и тот же вопрос. То есть, ну вот третий совершенно тоже другой ответ. Но мне понравилось то, что в первый раз она отказалась отвечать, а она модель. Он движок, если я использую местоимение, он она, то имею в виду именно это, то второй раз был довольно большой набор пунктов о том, как, в общем-то, использовать, как учиться на курсе MLOps, который здесь стал MLOps уже. Но, тем не менее. Вот в качестве эксперимента все-таки я предлагаю раскомментировать эту строку, потому что мне кое-что не понравилось в логах. А сейчас, в частности, он написал, что модель будет переведена в AVQ во время запуска. Вот, что немного странно, потому что здесь есть тоже важный момент. Квантизованные модели, что такое вообще квантизованные модели? Ну вот совсем, если по-простому говорить, это облегченные с точки зрения памяти, которая нужна для хранения чисел, модели. Ну, то есть, если раньше мы
Нет, все то же самое, такая же надпись, я думаю, что это значит ровно то, что он использует квантизованную модель и знает, что она квантизованная в нужном формате, но учитывая, что мы получаем правильные ответы, в общем-то, это косвенно это доказывает. Просто дело в том, что есть модели квантизованные отдельно, и об этом написано тоже в документации. В разделе квантизации VLLM есть разные форматы, опять же, то есть вот и GGUF, о котором мы говорили, AVQ и много-много других форматов, и далеко не все из них могут быть получены очень просто, то есть, как правило, это какой-то относительно сложный процесс квантизации модели, отдельный, когда мы получаем после этого квантизованную модель, и мы ее уже хостим, и говорим движку, что эта модель квантизованная в таких-то весах, в такой-то точности и прочее, прочее. То есть, вот, например, AVQ, здесь пример, как эту модель квантизовать. То есть, вот, грубо говоря, не грубо говоря, а буквально говоря, используется какой-то конкретный инструмент, AutoAVQ, который помогает и отвечает за квантизацию моделек. После чего они говорят о том, как нам, собственно, эту модель уже запустить с указанием флажка квантизации. Мы, кстати говоря, этот флажок сейчас тоже попробуем. И может быть что-то изменится. Давайте посмотрим, что тут происходит. Ну да, ничего не поменялось, в общем-то. Здесь все то же самое будет. Вот, окей, значит, и на всякий случай я просто попробую сделать вот это и ожидаю, что мне VLLM скажет, что вместо AVQ квантизации используйте AVQ Marlin. Хотя, возможно, это не будет так, возможно, это касается той модели, с которой у меня есть опыт, где это было явно прописано и из-за чего. Да, все правильно. Да, он говорит, что она может быть запущена с AVQ Marlin, однако вы указали квантизацию AVQ и используете AVQ Marlin для ускорения инференса. Сейчас мы посмотрим, насколько замедлился инференс, учитывая вот это. И я обращаю внимание, что это указано в документации. То есть, грубо говоря, мы используем пример из документации, хотя, возможно, здесь я чего-то не до конца понимаю, потому что это последняя версия, я смотрю, что это stable, он говорит использовать AVQ, а в логах он пишет, используя AVQ Marlin. Значит, смотрим. Ну что, 5 секунд это заняло. Проверяем асинхронность. Ну, здесь это теперь заняло 8 секунд. Практически ровно. Ну, как будто бы дольше. Все-таки. Так вот, касаемо квантизации, чтобы довести этот разговор до конца. Почти все эти модели предлагают какие-то свои инструменты для квантизации. Вот GPTQ предлагает квантизацию. Мы потом можем ее запустить с помощью VLLM, указав флажок Quantization, или не указав флажок, и он сам поймет, что это GPTQ. Ну да, вот здесь, например, GPTQ, в принципе, не нужно ничего указывать. Но при этом есть... Ну, то есть, казалось бы, напрашивается вопрос, а почему нельзя запустить просто прям на ходу, обрезая эти веса, чтобы они меньше памяти занимали? Ну, вообще-то можно.
Но далеко не все форматы, то есть это не то чтобы формат, это способы квантизации. Но вот в частности Bits and Bytes предлагает такой вариант и предлагает in-flight quantization, то есть загрузку модели с экономией памяти, вот указав такой флаг. Я предлагаю это попробовать сделать. Здесь все понятно. Мы возвращаем нашу исходную модель и говорим здесь bits and bytes. И запускаем, смотрим, что получается. А здесь пока мы удалим нашу приписку AVQ. Он пишет, что bits and bytes quantization is not fully optimized. И, ну, мол, не очень-то хорошо это использовать. Вот. И на такие вещи нужно обращать внимание, потому что довольно много моделей есть на Hugging Face. И если есть возможность использовать аккуратно квантизованную модель с заранее известным форматом и указать этот формат движку, это лучше, чем квантизовать на ходу и получить, в общем, не очень понятно что. То есть это нужно проверять, насколько оно адекватно работает. Ну вот мы здесь опять же получили 1088, потому что это те же 4 бита квантизация. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Ну вот смотрите. Мы не смогли уместиться в нашей 0.9 GPU. Потому что, видимо, для квантизации на лету движку нужно больше памяти. Можно попробовать расширить. Ну и запустить это еще раз. Пока оно запускается, я надеюсь, что он не упадет. Обращу еще внимание на то, что у VLLM движка огромное количество параметров запуска. И про каждый из них все здесь написано. И на самом деле есть вещи такие, ставшие более-менее стандартными. То есть, вот, например, prefill, да, enable chunk prefill. Вот это должно быть вот сейчас, насколько я знаю, уже стандартным флажком, и предполагается, что это включено. Но это где-то было написано в документации, что в V1 они перешли с V0 на V1 версию. На V1 это стандартный флажок. Это механизм, который позволяет тоже ускорять существенно инференс модели. Значит, мы снова не влезли в память. Давайте смотреть теперь уже внимательно. То есть у нас есть 0.21 занятых. Давайте посмотрим, что это у нас. 21,3 делить на 6. Это 0,355. И давайте попробуем из этого вычесть. У нас есть 0,9645. Ну, можно попробовать. Последний раз. А дальше мы включим вот эту вот этот параметр, который ограничит подготовительные какие-то процессы VLLM для обеспечения максимально возможного конкуренции. Видимо, из-за каких-то округлений памяти не хватает какой-то мелочи, чтобы влезть. Потому что по факту VLLM должен примерно мочь посчитать память и влезть. И если ему не хватает на 10, там, 88
параллельных потоков, то он не должен пытаться впихнуть 1088. Ну вот здесь он пытается их впихнуть, плюс тратится какая-то память на вот это in-flight quantization, и, судя по всему, из-за этого как раз памяти не хватает. Сейчас мы ему ограничим количество обрабатываемых одновременно последовательностей. Обращаю внимание, я поднял память, и поднялось количество параллельно обрабатываемых последовательностей возможных. То есть он пытается вот по максимуму занять память. Ну да, однозначно, мы вылетели по out of memory CUDA, поэтому включаем, скажем, пусть это будет 9. Сейчас посмотрим, насколько ему хватит памяти в этот раз. И, кстати говоря, если вот эти 0.96 это как-то чуть-чуть больше, чем осталось после вот этих занятых там 0,2 гигабайта, по каким-то причинам, либо округление здесь неправильное, либо здесь, либо у VLLM, то он может просто всегда разваливаться с out of memory, хотя на самом деле памяти хватает, просто потому что он пытается занять ту память, которой у него нету. Нужно на это обращать внимание, и поэтому я чуть-чуть отрезал здесь хвостик. Там было, по-моему, у нас 0.9645 или что-то такое. 65, наверное. Но стоит, возможно, обрезать чуть больше. Просто на всякий случай, на будущее. Несмотря на то, что мы ограничили 9 количество последовательностей, здесь он все равно пишет расчетные 1231. Окей. Возможно, дело вот в этом округлении. Пробуем еще раз. Это довольно стандартная работа, то есть на самом деле всегда нужно выжать максимум или занять какое-то определенное количество памяти. Если у нас в распоряжении есть какая-то видеокарта, и, например, мы не только на ней работаем, а не только с одной моделью там работаем, или не только мы там работаем. В общем, карты можно дробить, но это отдельная задача. Тогда можно будет их просто указывать как девайсы отдельные в настройке запуска контейнера. Но если они не разбиты на части, то вот нужно заниматься чем-то таким. Вот в частности, вот этот флажок, он непосредственно из статьи в документации о том, что можно понизить max_num sequence, чтобы запуститься. Значит, я думаю, что дело вот в этом. Я предлагаю здесь прям консервативно задать 90% и влезть туда с 5 последовательностями. Вот. Значит, можно видеть, что память занялась практически полностью.
Поэтому, когда мы указывали здесь 0.95 или еще сколько-то, видимо, ему просто не хватало. Он не располагал той памяти, которую мы ему дали. Проверяем, как работает. Это, напоминаю, это на лету сквантизованная модель в полных весах. Значит, ну, и это работает за, там, условные 4 секунды. Тут 43-46, но тут вот тоже разница. В общем, ну и тоже как-то отвечает. Проверяем асинхронность. В принципе, все. Ну, вот это сработало за 8 секунд. И тоже что-то ответило. И вот обращаю внимание, что здесь третий ответ — это просто иероглифы. Причем, ну вот интересно, почему именно третий ответ. Ну, можно попробовать еще раз. То есть, смотрите, уже появилась какая-то нестабильность относительно предыдущих ответов. Потому что вот здесь мы модель квантизовали просто каким-то флажком. Ну вот, например, тут нормально. Но что надежнее использовать? Квантизованную вот так на лету, либо какую-то квантизованную более стабильно где-то на стороне людьми, которые этим занимаются постоянно. То есть там, например, на Hugging Face есть репозиторий, где огромное количество квантизованных в разных форматах моделей, и люди, которые по заявкам фактически делают эти квантизации, поэтому нужно это иметь в виду. Значит, все по VLLM, огромное количество документации, то есть дальше нужно только экспериментировать. По сути, база вот здесь, ничего особенного, мы запускаем просто написанный сильными людьми образ в виде докера с аргументом в виде модели, с правильной квантизацией, либо наблюдаем за тем, что мы правильную квантизацию указали здесь, и здесь ее указали, либо не указали, но движок понял, что это за квантизация, потому что она прописана в конфиге, и какие-то определенные еще параметры, которые позволяют нам там экономить пространство на нашей видеокарте. Дальше. Упомянутый ранее, все, мы выключили сервер, у нас разгрузилась видеокарта. Упомянутый движок Llama CPP. И, точнее, упомянутый формат GGUF и Llama CPP. Исторически GGUF, болгарский разработчик на C++, Георгий Герганов, придумал свой формат, который очень удобен в использовании. В чем преимущество этого формата? То есть мы можем видеть, что вот в этих папках там было куча файлов и прочего-прочего, а здесь это просто файлик один. Вот он GGUF, он Unified Format, собственно, и вот в нем все, что нужно. И запустить его, чтобы на самом деле нужен, ну, свой родной ему фреймворк, который называется Llama CPP. CPP, потому что написан он на C++, а Llama в честь, в общем, модели Llama. Очень много всяких решений называлось с использованием ламы в названии, как дань уважения, отсылка к моделям семейства Llama. Так вот, можно запускать этот формат и другими движками, но здесь сейчас, скорее всего, будет написано, да, именно, что это очень экспериментальный формат для VLLM. И не стоит изобретать велосипед, пытаясь родной для Llama CPP формат запустить с помощью какого-то движка, который совершенно для этого не приспособлен. Хотя они стараются как-то какую-то вот унификацию все-таки организовать. То есть, например, еще один движок от непосредственно Hugging Face, который называется Text Generation Inference, он в себе внутри либо содержит, либо это находится в разработке. Я читал у них в документации, что они для каждого формата внутри себя будут хранить как бы родной для этого формата движок. То есть это будет такой вот мета-движок, внутри которого будут правильные форматы, правильные инструменты использоваться. Так вот, Llama CPP. Ничего нового абсолютно. Здесь все то же самое. Документация, все в GitHub в основном. Опять же, здесь огромное количество параметров, которые нужно учитывать. Я сейчас приведу несколько важных, а остальное уже оставлю на какие-то эксперименты. Что нужно знать про Llama CPP?
это не настолько production-ready движок, как VLLM. То есть это штука, которая работает гораздо менее стабильнее, но плюсы мы сейчас увидим непосредственно вот на этой картине. Я предлагаю особо не ждать и запустить ее и посмотреть, что произойдет. Во-первых, смотрите, она запустилась уже вот сейчас. Все. И она заняла просто какое-то смехотворное количество места на ГПУшке. Что важно? Что важно? Опять же, читаем логи. Мы указали ей, чтобы она использовала девайс 0. Все то же самое. Мы используем образ сервер CUDA, который использует ГПУшку и умеет это делать при наличии правильных драйверов и прочего на сервере. И какая-то память здесь занялась. Ну, давайте попробуем к ней обратиться, к этой LLM-ке. Опять же, вот, например, вот таким вот образом. Мы видим здесь какие-то логи, какое-то декодирование, что-то сейчас там произойдет. Но смотрите, мы не видим здесь работы процессора. Сейчас мой ноутбук зашумел особенно сильно. Мы видим, что вот тут какая-то активизировалась деятельность. Ну и, в общем, не очень понятно, что происходит. И на самом деле, но при этом ответы, кстати говоря, очень даже вот неплохие. Опять же, есть какие-то иероглифы. Не без этого. Значит, сразу, чтобы время не тянуть, я покажу, в чем проблема. Вот есть такой флажок. Нам недостаточно просто указать девайс. Нам нужно еще сказать, сколько нам слоев модели нужно хранить в видеопамяти. Это происходит с помощью вот такого флажка, который мы добавим сюда. Здесь нам нужно сделать вот стоп. И хорошо. Раньше здесь был -1, как аргумент, который указывал, что все слои должны быть на ГПУшке. Сейчас его нет, поэтому я нечестно будет говорить, что это не работает. Поэтому мы сразу сделаем 99. Почему 99? Потому что я не знаю, сколько слоев у модели. У каждой модели свое количество слоев. Мы это можем видеть в логах. И вот давайте посмотрим это в логах. Когда мы запускали наш... но мы это сейчас не увидим, потому что очень много тут декодирования. Да, все, у нас ушли логи. Мы можем сделать еще раз вот так. И вот здесь почитать немножко, что тут происходит. Здесь на самом деле много полезного и интересного. Тут вот написано, что за модель, какое семейство, архитектура и прочее. Токенизатор, чат-темплейт, который используется для, собственно, вот того, чтобы вот это разобрать. Значит, и что самое важное, смотрите. Вот здесь нам Llama CPP говорит, но я уже сохранил вот это. Он здесь говорит, что он загрузил 25 слоев модели на ГПУ. Вот их 25. Я это должен, по идее, заранее знать. Могу из логов. Я просто указываю 99, чтобы, в принципе, попасть. И мы теперь видим, что памяти занято чуть больше. И еще посмотрим на кое-какие параметры. Значит, если VLLM сам решал, сколько нам потоков он может позволить, то в LAM CPP, я прошу прощения, в LAM CPP мы это указываем явно количество параллельных потоков. Однако, сразу я указал 3 потока, и я указываю контекстное окно 96 тысяч. Почему 96 тысяч? Вроде как мы используем модель Квена, у которого там 32 тысячи с хвостиком. Почему 96 тысяч? 96 тысяч это, очевидно, 32 тысячи умножить на 3. Потому что у Llama CPP есть особенность. Она
берет, в данном случае on, потому что движок, вроде как я обещал называть его on, но как-то lam.cpp, lam.cpp в быту называется она. Значит, и делит на самом деле все вот эти 3 потока, которые я указал, контекстное окно делит на эти потоки и организовывает несколько таких окон с этими контекстными размерами контекстных окон. То есть, если ничего не указать, то она поделит стандартный 32000 с хвостиком на 3. И эта проблема на самом деле большая, то есть можно на этом очень сильно обжечься. Если у нас там какая-то большая ГПУшка, например, то мы хотим там 10 потоков параллельных как-то использовать, то можно на этом сильно обжечься, если не знать, что контекстное окно нужно умножать на количество потоков, используя дефолтное контекстное окно модели и умножать его на количество потоков, чтобы в каждом потоке модель сохранила полное контекстное окно. Контекстное окно Квена, вот, например, вот здесь, оно указано явно вот в параметрах модели. Ну, не в параметрах модели, а в какой-то метаинформации про модель вот при запуске. Например, мы это видели. Это 32768, вот они. То есть нужно их умножать на 3. Причем самое интересное, что у Llama CPP нет ограничения на то, чтобы задать ей какой-то неадекватно большой контекст. То есть, например, и еще одна особенность, что она уходит в какую-то совершенно нестабильную работу, если ей задать контекст больше, чем она может принять. Потому что если VLLM просто скажет, что этот контекст я не обработаю, он больше, чем я могу, то Llama CPP просто начнет что-то декодировать бесконечно. Ну, предлагаю, в принципе, попробовать это сделать. Ну, например, что? Например, мы эту строку умножим на 200. Давайте попробуем, посмотрим, что получается. Окей, это сработало почему-то. Две тысячи. Я подозреваю, что... Ну вот, мы задали какую-то бесконечную ей вереницу сообщений, она это все декодировала. Я подозреваю, давайте попробуем, просто приведем пример, что вот этот вот latest образ, он может быть с некоторыми правками относительно тех, которые я использовал. Потому что я уже ушел от Llama CPP в силу ее нестабильности и какой-то ненужности, просто потому что если есть возможность использовать VLLM, то нужно использовать VLLM. Ну, окей. Предлагаю здесь вернуть вот это. И, предположим, мы ошиблись и оставили 3. И то есть фактически у нас 10 тысяч токенов, контекстное окно. Запускаем. Посмотрим на эти контекстные окна. Ну, кстати, вот оно. 10666. И вот они, вот эти контекстные окна. И попробуем еще раз. Нет, оно... Я был не понял. Это... Ну, видимо, оно все-таки как-то обрабатывает это и понимает. Я предполагал, что она уйдет в какое-то долгие размышления. Ну вот давайте 3 секвенса параллельно мы отправили. Ну и в целом тоже получили какие-то ответы. Доведем эту ситуацию до абсурда. Хорошо, это работает. Предлагаю запустить не latest, а stable. Это чуть-чуть пораньше.
Ну, хорошо, это просто работает. Ну вот смотрите, наконец-то получилось создать ситуацию, но совсем глупым образом. То есть я указал возможный контекст size 20 токенов, ну, деленный на 3, то есть 6 токенов, какое-то неадекватно небольшое контекст окно. Но при этом дал ей 3 последовательности, которые явно там больше, чем 6 токенов, ну или больше, или около того, ну больше уж явно, потому что здесь только слов 6 минимум, а токен, как правило, это часть слов, то есть здесь точно больше 6. Ну и что произошло? Она ушла в какое-то забвение, она постоянно что-то декодирует и не хочет отдавать ответ. То есть представьте, эта ситуация, конечно же, глупая, она нереалистичная. Но представьте, что мы ей подаем что-то вроде вордовского файла, в котором 100 тысяч там токенов, а у нее здесь 32 тысячи на каждое окно. Даже если вот на каждое окно мы правильно указали 32 тысячи. Вот с ней произойдет примерно вот это. Это точно. То есть, по идее, есть какие-то... Вот транкейт флажок, но он говорит о том, что мы обрезаем именно во время генерации, а не кодирования входящей последовательности. И на самом деле не до конца понятно, как защититься от вот таких ситуаций. То есть можем просто для примера сейчас запустить VLLM. Только, наверное, давайте сделаем это. Так. И вот так. И мы пошлем туда что-то неадекватное. Кстати, к разговору о chunk prefilled, вот он, здесь написано, что он is enabled, хотя мы его, в общем-то, не указывали. Enabled — это к разговору о том, что это стандартная функция, стандартная опция, которая включена по умолчанию, ее только если выключать. Хотя в инструкциях, по идее, часто говорится о том, что обязательно эту функцию нужно держать. Этот аргумент нужно держать включенным. Запустились и посылаем неадекватный запрос. Модель неправильная, потому что мы взяли AVQ. Вот, смотрите. Здесь конкретная ошибка, что у модели такой-то контекст, а вы просите вот столько токенов. Извините, я не могу на это ответить, и вот и все. То есть это уже какими-то try-эксептами там можно обрабатывать, либо как-то дробить этот контекст и так далее. В случае с ламой CPP мы бы просто улетели в какое-то бесконечное декодирование, что, кстати говоря, странно, почему не произошло. Я все-таки хочу это попробовать, только нет, с нормальным, с честным контекстным окном. 32768. Все, мы запускаем ламу CPP и посылаем ей, как мы выяснили, там 100 тысяч токенов. Ну, ответ неадекватный, но она это как-то проглотила. Все-таки. Она это как-то проглотила. Ну, если совсем до безумия.
Но это уже совсем что-то из ряда вон выходящее, конечно. Я не понимаю, почему она обрабатывает эту последовательность. Возможно, потому что э, одинаковые слова определенным образом обрабатываются. Ну да, и даже здесь она как-то сработала. Ну хорошо, возможно, одна и та же фраза, помноженная на большое количество, на большое число, это не совсем большой текст вот этого размера. То есть, возможно, из-за какого-то там механизма кэширования она, ну, не учитывает все остальное, но при этом вот явно как-то багует. Вот, ну и все на этом на самом деле. В принципе, вот тут много-много примеров. И, в общем, что удобно, да, что это один файл, который запускается с помощью Llama CPP. И что еще важно сказать? На самом деле LM Studio, All Llama, у них под капотом работает Llama CPP с вот KGUF файлами. Именно поэтому это так легко работает. Мы просто указываем название модели, она качается и работает. Вот это работает, потому что качается KGUF файл, Llama CPP внутри это как-то там сервит. Вот, в принципе, все. Всем спасибо большое за внимание.